Всем привет! В этом ролике ты узнаешь, как тебя могут кинуть на деньги, какие существуют актуальные варианты скама и что делать, чтобы всего этого избежать. А ближе к концу видео ты уже станешь умнее 50% криптонов. С ростом популярности криптовалюты начинающие инвесторы становятся жертвами скамеров или, другими словами, мошенников, которые используют эту самую популярность криптовалют для получения миллионов долларов. Мошенники могут использовать различные методы, чтобы обмануть своих жертв и украсть их деньги. Данные от Федеральной торговой комиссии США свидетельствуют о том, что только за период с октября 2020 года по 31 марта 2021 года американские граждане пострадали от криптовалютных мошенников на сумму более 80 миллионов долларов. И эта цифра в 10 раз превышает показатель предыдущего периода с 19 по 20 год. Подобный резкий рост пострадавших от разного рода скама обусловлен всплеском интереса к криптовалютам в этот период. Также на рост мошенничества повлиял рекордный рост биткоина, который в апреле 2021 года достиг отметки в 63 тысячи долларов. Согласно отчетам, в среднем один человек теряет из-за криптовалютного мошенничества около 2500 долларов. Не маленькие деньги, правда? Поэтому в этом ролике я и разберу большинство популярных видов криптовалютных мошенничеств, которые наиболее распространены сейчас. А предупрежден, значит вооружен. Ну и давайте начнем с чего-то попроще. Схема первая: мошеннические и фишинговые сайты и письма. Часто на просторах интернета можно встретить разные сайты, которые могут гарантировать вам некоторую прибыль за инвестиции в криптовалюте. Часть этих сайтов может являться вполне обычной и честной, если это можно, конечно, так назвать, пирамидой, которая исправно платит свои проценты. Однако, как и любая другая пирамида, имеет свойство рано или поздно схлопнуться, после чего радостный создатель этой пирамиды уходит в туман с деньгами вкладчиков. Но также есть и сайты, которые вовсе не выплачивают деньги, причем чаще всего они маскируются не под высокодоходные пирамиды, чтобы не вызывать много подозрений. Именно такие пирамиды пару лет назад были очень популярны и широко рекламировались на просторах YouTube. Однако все вклады осуществлялись в фиате, то есть в обычной валютой, которой вы пользуетесь каждый день. Но уже тогда люди столкнулись с тем, что помимо риска пирамиды просто схлопнуться, есть еще риск просто лишиться депозита без единой выплаты по процентам. Но в целом, что касается пирамид, настоятельно не рекомендую в принципе в них влетать, если так сильно хочется, то сделайте грамотный ресерч, что проект хотя бы платит, и заходите ровно на ту сумму, которую готовы полностью потерять. Также достаточно олдскульной темой являются фишинговые сайты, когда весь интерфейс полностью совпадает с оригинальным ресурсом, но мошенники выкупают похожий домен, и дальше эти сайты рекламируются абсолютно разными способами и схемами. Всех их не сосчитать, поэтому всегда внимательно смотрите домен, ссылки в соцсетях и так далее. И при совершении любой транзакции несколько раз убедитесь, что вы находитесь на оригинальном сайте, так как замаскированным может быть все что угодно, от старых добрых соцсетей до обменников и целых бирж. Также не могу не упомянуть про электронную почту. Мне постоянно поступают письма, в которых сообщается о якобы выигранных мною монетах, причем обозначенная в письме сумма часто является довольно внушительной. Это письмо также сопровождается ссылками, где при попытке забрать свой воображаемый выигрыш вы попрощаетесь в лучшем случае с частью или вовсе со всем своим депозитом. Логичным образом все подобные письма просто игнорируем. А перед тем, как перейти к той самой схеме, которая побудила меня снять этот ролик, хочу сообщить, что прямо сейчас вышла статья в моем телеграм-канале, где разобраны те схемы скама, которые замечали подписчики. Они поделились ими со мной, а я в свою очередь готов поделиться с вами, чтобы вы были точно во всеоружии. Поэтому досматривай ролик до конца, а потом переходи в телегу и смотри, какие еще опасности могут тебя поджидать на пути становления криптомагнатом. А я продолжу. Схема 2. Арбитраж криптовалют. Как же я люблю эту тему. Наверное, самая активно развивающаяся тема в соцсетях до сих пор. Я думаю, многие в курсе, но вкратце для непосвященных. Это заработок на разнице курсов валют. Он может быть в виде P2P, где вы меняете крипту на фиат, или в виде межбиржевых связок, где вы гоняете свою крипту туда-сюда. В любом случае зарабатываете вы на разнице курсов валют. И действительно существует данный вид заработка, хоть и имеет десятки подводных камней, накладочек, 115 ФЗ, звонки из налоговой и прочее. Но мы сейчас не об этом. То, что действительно натолкнуло меня на запись этого видео, это сотни коротких роликов в TikTok, Reels, Shorts и на подобных ресурсах, где автор нам заявляет, что вот мы идем на Binance, покупаем, например, Litecoin по 90 долларов и потом показывает какую-то биржу, где якобы курс 100 и более долларов за Litecoin. Типа купили на Binance, продали на другой бирже и получили больше 10 долларов с круга. И вроде очевидно же, что это простейший скам, но нет. На хайпе арбитража люди видят этих людей, которые зарабатывают якобы безумные деньги и верят в любую связку, которую им
им показали в ТикТоке. Ну, камон. Также подобные якобы прибыльные связки вы можете найти и в Телеграме, где, скорее всего, финальный обмен будет происходить в каком-то обменнике или Телеграм-боте. И не то чтобы все Телеграм-боты с обменом это скам, есть нормальные рабочие боты, но если вам показывают связку, где вы видите хоть один незнакомый вам проект, биржу, ТГ-бота, обменник, свапалку, будьте уверены, что именно там пропадут ваши деньги. Со временем мошенники стали умнее, и порой они даже проводят первые сделки на небольшие суммы, чтобы наш мамонт-хомячок окончательно убедился в работоспособности связки и залил туда всю свою котлету из нажитых непосильным трудом денежек. Тут особенно хочется сказать, что не будьте такими простаками, не бывает так, что вам попалось видео со связкой, и вы такие классные и пошли ее крутить. Поиск связок, особенно межбиржевых, это процесс, занимающий порой несколько недель и даже месяцев, чтобы сделать 10-15 кругов, после чего связка может схлопнуться и работать в ноль или даже в минус. Поэтому мне особенно обидно наблюдать, как эти видосы собирают несколько десятков тысяч лайков, и тем самым все больше людей могут повестись на подобные схемы. Поэтому по возможности поделитесь этим роликом с тем, кто может быть под потенциальной угрозой. Схема 3, щиткоины и скам-токены в Telegram. Создатели щиткоинов по сути не являются мошенниками, так как щиткоин это криптовалюта, которая не имеет никакой реальной ценности и никогда ее не будет иметь. Некоторые щиткоины носят провокационные названия типа S, Pussy, Пу и так далее. Например, монета Scam, хоть и была создана без мошеннических намерений, на короткое время достигла капитализации в $70 миллионов. Часто щиткоины создаются для того, чтобы обмануть неопытных инвесторов, которые слышали о криптовалюте, но не провели должного исследования рынка. Такие инвесторы могут вложить деньги в виртуальную валюту, которая с самого начала была бесполезной, но относительно дешевой по сравнению с биткоином или эфириумом. Опытные инвесторы, в свою очередь, якобы помогая новичкам, искусственно накачивают стоимость конкретного щиткоина, чтобы привлечь внимание новых инвесторов. Затем они получают все дивиденды и продают свою часть токенов, тем самым обрушивая курс монеты до нуля. Эта схема достаточно стара и называется Pump and Dump. Часто именно такие монетки пампят в различных социальных сетях. Сейчас в основном это Twitter, просто путем массового постинга инфы об этой монете с 1000 аккаунтов, а дальше запускается цепная реакция. Что же касается скам-токенов, тут все намного интереснее. Это достаточно новая мета, которая появилась около полугода назад, и пошло это все с криптопабликов Telegram. Но по сути это очень старая видоизмененная схема. Только раньше человек специально создавал паблик в телеге, обычно это была тематика заработка, взращивал его и постил обычно копипастный контент, и спустя 3-4 месяца там начинали писать посты с якобы обманом казино. Но по факту админ просто лил на партнерку, где зарабатывал очень хорошее вознаграждение за ваш депозит. Просто к слову, в 2018 году одно очень популярное онлайн-казино на тот момент платило около $100 за человека, который внес $7-8 на депозит, поэтому подобные схемы зачастую приносили несколько сотен тысяч долларов с одного паблика. Что же теперь? Да все так же делается криптопаблик, аудитория прогревается разной полезной, но чаще просто копипастной инфой, но потом вдруг админ в каждом посте кричит, что у него есть инсайт, что скоро полетит какой-то токен, причем чаще всего этот токен привязывают к крупному бренду или личности, плюсом к этому обязательно пишут, что вот-вот будет листинг на какой-то популярной крупной бирже, чтобы у хомяка точно сложилось ощущение, что иксы неизбежны. Потом тот самый хомяк, он же новичок в крипте, идет на децентрализованную биржу по типу PancakeSwap или SushiSwap и покупает эту монету. Она действительно оказывается у него в кошельке, я вам скажу больше, часто эти монеты дают реальные иксы, подобная монета может с легкостью вырасти на 1000%. Но как только наш радостный хомячок побежит фиксировать прибыль, то получит целый рот иксов, да еще и все лицо в иксах окажется, ведь он просто не сможет его продать по причине отсутствия ликвидности. Ну и конечно останется со своими бесполезными монетками на кошельке и осознанием, что его заскамили. Поэтому призываю вас в первую очередь покупать только проверенные монеты и только на проверенных биржах. Кто-то из вас может просто купить и ждать роста курса, а кто-то может поспекулировать, каждый раз продавая подешевле и покупая подороже. Но в обоих случаях вам потребуются некоторые рекомендации. И как раз для этого я хотел вам порекомендовать канал The One. Трейдер с опытом более 23 тысяч часов торговли ежедневно пишет свои мысли по разным монетам. Он предсказал текущий памп по битку и еще много других монет. Поэтому если ты собрался заработать иксов на торговле или найти хорошую точку входа, чтобы вложиться, то переходи и подписывайся на него. Ссылка будет в описании под видео. Схема 4. Реклама со знаменитостями. Еще один способ мошенничества — это использование образа известных личностей для рекламы эффективной раздачи криптовалюты или сбора средств для инвестиций. Такие мошенники часто выдавали себя за Илона Маска, Билла Гейтса или Стива Возняка. А согласно статистике, из 80 миллионов долларов около 2 миллионов были украдены как раз с помощью подобной незаконной схемы с использованием образа Илона Маска. Кстати, на удивление, Стив Возняк потерпел неудачу в своем иске против YouTube, который он подал из-за видео, размещенного на сервисе. Видео было создано с помощью технологии Deepfake, где якобы Возняк анонсировал раздачу криптовалюты, которая в конечном итоге оказалась мошенничеством. Однако судья вынес решение в пользу YouTube, что еще раз доказывает, что многие схемы могут пресекаться далеко не сразу, что приводит еще больше
дальнейшему сбору средств мошенниками. Схема 5. Соцсети и приложения для знакомств. Мошенники не стоят на месте и прибегают к еще одной схеме для того, чтобы украсть вашу криптовалюту или фиат, а именно через социальные сети или приложения для знакомств. Часто они используют эти платформы для того, чтобы завязать знакомство с пользователями и продвигать свои якобы перспективные криптовалюты. Подобных схем существует великое множество, поэтому всех тут не описать, просто при общении с незнакомыми людьми будьте сильно бдительны. Схема 7. NFT скам. Еще в декабре 2020 года OpenSea предоставила возможность бесплатного выпуска токенов и отменила проверку коллекций, что спровоцировало рост мошеннических действий. К концу 2021 года компании пришлось заблокировать клонированные коллекции Fincaps Yacht Club и ограничить создание пользовательских коллекций до 5. И по данным самого маркетплейса, до 80% токенов можно считать скамом или плагиатом. А в начале 2022 года Тодд Крамер, коллекционер NFT из Нью-Йорка, заявил, что его коллекция, состоящая из 16 NFT, оцененных в $2,5 миллиона, была скомпрометирована. Также очень частым скамом является Mint NFT. Все происходит так же, как с честными проектами. Вы получаете VL на Mint NFT за крипту или бесплатно, но подключив ваш кошелек и сминтив эту NFT, вы с удивлением смотрите на нулевой баланс в вашем кошельке. Если, конечно, он там вообще был. Поэтому как раз советую всегда проводить операции на незнакомых ресурсах с использованием чистого кошелька. Тем более, что создать кошелек у вас не займет более 5 минут. Ну и какой же итог? Скама много, мошенники каждый день придумывают все более изощренные схемы для того, чтобы выудить ваши монетки. Напоминаю, что бонусом к этому ролику вас ждет материал в моей телеге, где будут еще более интересные виды скама, которые заметили подписчики. Переходи и смотри. А что касается сохранности твоих сбережений, то самое главное — это никогда не открывай ссылки, не скачивай и тем более не открывай неизвестные файлы. Не логинься везде подряд своим кошельком, а дальше только грамотный ресерч поможет тебе уберечь свои деньги. Проверяй все по максимуму. Любой ресерч, как по мне, надо проводить от обратного. Не зацикливайся только на изучении того, а насколько перспективная дорожная карта у этого проекта. Не забывай проверять адреса регистрации социальных сетей, доменов и так далее. Соответственно, сам домен также всегда проверяй на фишинг. Ну и, конечно, никогда не слушай советчиков в социальных сетях, ведь именно там зарождается большая часть скама. Тебя не ждет в ТикТоке ни суперпрофитная связка, ни монета, которая даст иксы в ближайшие пару месяцев. Да и вообще привыкни, что такой инфой просто так с тобой делиться никто не будет. Поэтому теперь я уверен, что ты стал немного умнее. У меня на этом все. Надеюсь, что ролик был полезен и убережет не одну сотню людей от кражи их средств. Желаю тебе только профита и иксов. Ну и до встречи в следующем видео.